Mental break also. Уму, разуму своему давать отдохнуть тоже. I'm never impressed by the Christian that only reads the Bible. Меня христианин, который говорит, я только Библию читаю, больше ничего, очень сразу удивляет. When I go to some homes as a visiting preacher, Когда я кому-то домой прихожу, меня приглашают домой, they always sit me in the front room that's kept beautiful for visitors. меня всегда заводят в комнату, в зал, которая приготовлена для гостей и чисто убрана. They live in the kitchen, Сами живут на кухне, but I'm put into the holy room for the preacher. а меня в святую комнату для проповедника. And they usually sit me next to their bookshelf. И обычно сажают так поближе, желательно лицом к книжной полке. The Bible, Библия, concordances, симфонии, religious books. религиозные книги. And I sometimes say to my host, И я иногда хозяину говорю, where do you keep your other books? а где ваши книги? And they're embarrassed. Они удивлены. I was supposed to think this was all that they read. Я должен подумать вообще-то, что вот это их книги, что они только это читают. I don't believe it. Но я не верю такому. And if it is all they read, И если они действительно только это читают, they're poor mentally. бедные люди, несчастные, обиженные разумом. We need to freshen up. Нужно освежать, нужно, чтобы не затухал разум. When I used to examine the application forms by students for Bible school, Когда я раньше принимал, анализировал анкеты, которые заполняют поступающие в библейскую школу, they had to write their personal testimony. им нужно было писать свое личное свидетельство. I never read it. Я никогда его не читал. I always went to the first question that interested me. Я всегда сразу смотрел первый вопрос, который меня интересует. It said this: Там было написано, what books have you read recently? какие книги последние вы прочитали? Now, if I went to that question И если я приходил к этому вопросу, and they answered и там было написано Matthew, Евангелие от Матфея, Марка, Luke, Луки, Romans, послание к римлянам, Hebrews, евреям, and the Christian newspaper, христианскую газету читаю, I used to look at that and think, ugh, how awful. ужасно, I'm not impressed. не нужен. But if I read that question Но если я читал вопрос, and I found they'd read Matthew, Mark, Luke, Romans, я читал Матфея, Марка, Луки, римлянам, Christian paper, христианскую газету, daily newspaper, Daily Newspaper, ежедневную газету, вечерний Минск, other books about history and Книги по things of that nature, истории, всякое такое. I thought, here's a fresh-minded person. Нормальный человек с свежими мозгами. That interested me as a student, Такой студент меня интересовал. and I would accept him. И я такого студента принял бы. You know, sometimes when I go home from teaching people for 10-15 days, Иногда, когда я возвращаюсь домой, где-то преподаю дней 10-15, especially if I have a big question time like we had yesterday, особенно если мне вопросов столько задают, как здесь у вас, and we have it every day, и каждый день столько задают, I get home прихожу домой and I say to the Lord, и говорю Господу, I feel like throwing my Bible in a drawer что-то мне Библию хочется засунуть подальше, в шуфлядку, and just forgetting it for a few days и на несколько дней о ней забыть. and empty my head of all this theology. И все это богословие из головы выбросить. I have a funny feeling Какое-то странное у меня чувство. that I hear a voice saying, can I open the drawer for you? Какой-то голос мне говорит, а может я тебе эту шуфлядку, этот выдвижной ящик открою, чтобы бросил? Yes, God's not afraid to give me a day without reading my Bible. Бог не боится, что на день я отложу Библию куда-то и в этот день ее не прочитаю. Because my Bible reading isn't my life, God is my life. Потому что жизнь для меня – это не чтение Библии, жизнь для меня – это Бог. And I have to give my brain a rest. И мозгам нужно дать отдохнуть.